Мы не были слепы. В 2007 году еще президент в Мюнхене предупредил: да, вот, ребята, мы с вами работаем и с НАТО, и с Евросоюзом, и с «семеркой», уже будучи членом «восьмерки» в скором времени. Но не надо делать нас наивными и принимать нас за тех, кто ничего не понимает и ничего не видит. Если уж мы равноправны, то давайте работать равноправно. Это никто не Мы же и после этого продолжали. И Владимир Владимирович Путин очень терпеливо на многочисленных встречах разъяснял каждой стране и партнеру из западного лагеря, что он имел в виду, выступая в Мюнхене, если там кто-то чего не понял. И до самого последнего момента мы же еще давали им шанс не доводить дело до горячего конфликта, когда в декабре 2021 года сказали им: вы забалтываете минские договоренности, создаете угрозы нашей безопасности, давайте подпишем договор о европейской безопасности, где эта безопасность будет обеспечиваться без всякого втягивания кого бы то ни было в вашу НАТО. Нас проигнорировали. Я сам встречался еще в январе 2022 года с Блинкеном. Он сказал: нет, мы можем только... Про НАТО это не ваше дело, а мы можем только вам пообещать, что количество ракет средней дальности, которые мы разместим на Украине, будет определенным образом ограничено. Вот и все. И то же самое лицемерие, та же безнаказанность, та же исключительность, сверхчеловечность, я бы сказал так. И вот к чему все это привело. Не зря ведь президент, выступая в прошлом году на одном из своих каких-то крупных мероприятий, он сказал, что так, как было до февраля 2022 года, больше никогда не будет. То есть он до февраля надеялся, уже, наверное, понимая тщетность этих надежд, но он давал им шанс до самого последнего. Ну, сядьте за стол, давайте договоримся о безопасности, включая безопасность Украины, но так, чтобы меры по обеспечению этой безопасности не подрывали нашу безопасность. Это все решалось. И сейчас многие политические деятели, бывшие члены правительства, общественники, задним умом, то есть они тоже где-то имеют что-то общее с русским мужиком, который задним умом крепок, говорят, что вот надо было делать по-другому. Вот. Но вышло как вышло, теперь у нас наши цели ясны, задачи определены, как говорили еще в Советском Союзе. Скажите, пожалуйста, кстати, вот говоря о 22-м годе, у вас были долгие переговоры с Блинкеном, действительно, это все помнят. А вот вы для себя, скажем, когда поняли, на каком этапе, что договориться вот не удастся? Как принималось решение о том, что пора начинать специальную военную операцию? Прошел еще месяц вот между вашими переговорами с Блинкеном. Ну, наверное, да, месяц, где-то с месяц. Вы знаете, я надеялся, что восторжествует все-таки разум, здравый смысл, восторжествовала гордыня, не только замыслы, так сказать, материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море, эти все планы были. Но помимо вот этого геополитического замысла, там еще большую роль сыграла гордыня. Как так? Нам говорят, не надо, и мы что, согласимся, что ли? Я сейчас не преувеличу, вот это в обнаженном виде то, чем они руководствовались. И это печально, это печально. Это не здравый смысл. Вот Трамп сейчас не зря же все время говорит в отношении любого конфликта, рассматривая позицию Америки, он говорит, должен быть здравый смысл. А здравый смысл Вашингтона диктует отойти в сторону. Наш президент сказал, что мяч на их стороне. И для многих все-таки Эр-Рияд стал неожиданностью большой. Какую предварительную работу вы проводили и когда ее начали, чтобы эти переговоры состоялись?
Никакой предварительной работы не было. Президенты созвонились по инициативе Трампа. Так что тот мяч, который Путин перебросил ему в 2018 году в Женеве, по-моему, на пресс-конференции после проведения чемпионата мира, и вот мяч, который был мячом официальным ФИФА, перебросил на пресс-конференции. Трамп его поймал, покрутил, бросил членам своей делегации, которые перед ними сидели. И мы все исходили, что не Трамп, конечно, обрубал отношения, а Байден, но это одна страна. И Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. Перед этим направил сюда своего близкого советника для разговора, буквально накануне, очень подробного. И затем в ходе телефонного разговора договорились по его же предложению встречаться в Стамбуле. Мы туда полетели, по-моему, через 3 дня после телефонного разговора, поэтому никакой подготовки не было. Ну, я имею в виду двусторонней. Конечно, каждая команда готовилась. И у нас в МИДе, у них в Госдепартаменте был разговор нормальный, совершенно 2 нормальных делегаций. И поразительно то, что вот эта вот нормальность была воспринята как сенсация, что означает, что наши западные партнеры за период каденции Байдена сумели довести мировое общественное мнение до того состояния, что оно воспринимает нормальный разговор как нечто из ряда вон выходящее. Мы никогда не будем мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики. И это мы признали в Эр-Рияде, и американцы это признали, они сами, собственно, это и произнесли. Но там, где мы видим совпадение интересов, ну, здравый смысл подсказывает, что глупо не использовать совпадение интересов для того, чтобы перевести это совпадение в какие-то практические дела и получить взаимовыгодный результат. А там, где не совпадают интересы, это тоже сказал Марко Рубио, там, где интересы не совпадают, обязанность ответственных держав не допустить, вот, чтобы это несовпадение деградировало в конфронтацию. Это абсолютно наша позиция. Кстати сказать, это еще и формат, в котором выстраиваются отношения между Соединенными Штатами и Китаем. У них огромное количество разногласий. Много санкций против Китая американцы объявляют, чтобы подавить конкурента. Не столько, сколько против нас, но и американцы, кстати, и европейцы тоже, электромобили, 100% пошлины. Просто нечистоплотная конкуренция. Но я возвращаюсь к модели отношений. Несмотря на все эти разногласия, несмотря на то, что периодически и высшие руководители США и КНР, и министры обвиняют другую сторону в каких-то неправомерных действиях, но прежде всего в сфере экономики, но и там политика и безопасность тоже звучит. Почитайте, вот как китайские министры говорят про планы Запада в Тайваньском проливе или в Южно-Китайском море. Это очень острое противодействие. И я понимаю китайских товарищей, когда Запад говорит, мы все придерживаемся политики одного Китая, что означает, что Китай один, и Тайвань часть его. Но сказав о том, что они за политику одного Китая, они же все говорят, но статус-кво трогать нельзя. А что такое статус-кво? Это независимый Тайвань. Поэтому тут лукавства много. И не зря недавно представитель, по-моему, китайского министерства обороны сказал, что мы твердо за мирное урегулирование. Но мы не исключаем применение военной силы, если нас будут водить за нос. Примерно так. Но при всем при этом никогда не прерывался диалог между Пекином и Вашингтоном. И ровно такая модель, я считаю, должна быть в отношениях между любыми 2 государствами, тем более между Россией и Соединенными Штатами, которые могут, опять-таки, найти совпадающие интересы и сделать очень много взаимополезного. И, с другой стороны, им обязаны в случае несовпадения интересов не доводить до войны. Еще при первом избрании Трампа у нас многие политики
впадали в эйфорию, и вот сейчас тоже впадают в эйфорию. У Соединенных Штатов все равно одна и та же цель – быть первой страной в мире. Просто Байден, при Байдене, при Обаме, в целом при демократах, они пытались это делать, подчиняя себе все и вся, и проплачивая за эту поддержку, вот как они проплачивают за НАТО, как проплачивали Японии и Южной Корее, создавая там тоже такие уже форпосты с натовским участием, с ядерными компонентами. Трамп, он прагматик. Вот это его лозунг «здравый смысл». Он, конечно, означает, и уже это все видят, переход к другому способу ведения дел, но цель все равно. MAGA, Make America Great Again. Сейчас у него новая кепка, все, что Трамп обещал, сделал. Ну, понимаете, это придает такой живой характер, человеческий характер политики. Вот, поэтому с ним интересно. Его команда, вот и Марко Рубио, и советник по нацбезопасности Майк Волтс, абсолютно вменяемые люди, во всех смыслах слова. Они разговаривают, исходя из того, что не командуют они нами, и мы ими не командуем. Просто две серьезных страны сели поговорить, где у них чего не так и чего наломал предшественник за 4 года, разрушив все без исключения каналы контактов и введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, которые понесли убытки в сотни миллиардов долларов. Но это продолжается, судя по всему, довольно давно, чтобы не сказать всю историю послевоенную. Потому что если смотреть, опять-таки, по времени вашей работы в ООН, когда вы находились в конструктивном диалоге, подписывали совместные документы с американской стороной, и они нарушали вот эти вот договоренности, то, что было заявлено, буквально там в считанные месяцы, как это было с Косово, как это было с Ираком, с тем же самым. Там же за месяц до выступления Колина Пауэлла был ваш совместный документ с представителем США вот, о необходимости урегулирования, диалога и так далее. Как вы реагировали вот на такие вещи? Знаете, это уже стало привычным, и вы абсолютно правы. Продолжается вот эта попытка всех обжулить, преподнести свою позицию как единственно верную. И даже когда, я говорю, при Колине Пауэлле мы тоже с ним очень тесно работали. И я уверен, что он абсолютно не знал, что находится в пробирке, что это за белый порошок, который он тряс в Совете Безопасности, и говорил, что все это Саддам Хусейн не жилец. Его просто подставили ЦРУшники. Но я не хочу быть антиевропейцем, так я скажу. Но вот нынешняя ситуация подтверждает мысль, которую очень многие историки излагают. А именно, что последние 500 лет, когда сформировался более-менее Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то там изменениями, вот эти все 500 лет, все трагедии мира зарождались в Европе или благодаря европейской политике. Колонизация, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая, Гитлер. И если так посмотреть ретроспективно на историю, американцы-то не играли никакой такой подстрекательской, тем более зажигательской роли. И сейчас, после этого срока Байдена,
пришли люди, которые хотят руководствоваться здравым смыслом, которые прямо говорят, мы хотим закончить все войны, хотим мира. А кто сейчас требует продолжения банкета в виде войны? Европа. Датская премьерша сказала, вы видели, да? Для Украины сейчас мир хуже войны. Стармер, который поехал вслед за Макроном уговаривать Трампа, что не надо так быстро заканчивать эту историю, и при этом хвалился, что в этом году Британия самый большой свой взнос сделает в виде оружия Украине, то есть прямо вот противоречия Трампу и заявляя, что а мы будем вот накачивать. Макрон носится с какими-то... Да, и Стармер тоже. Вот сейчас мы про миротворцев, мы готовим столько-то тысяч, мы будем обеспечивать прикрытие с воздуха этих миротворцев. Но это тоже наглость, потому что, во-первых, нас-то никто не спрашивает, а Трамп все понимает. Трамп сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование. Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон. Он корректно себя ведет. А эти ребята, вот так же, как этот вот план миротворцев на Украине, это продолжение наускивания киевского режима на войну против нас. Так же, как они, растоптав минские договоренности, которые признались уже совсем недавно, их соавторы, не собирался наш западный сосед выполнять. Так же, как они в виде оружия привели на своих штыках к власти сначала Порошенко, потом Зеленского, как они науськали Зеленского на разворот на 180 градусов. Хотя, может быть, Анна-Лена Бербок это расценила бы как 360, нет, но он на 180 развернулся. И из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка», это наш общий язык, наша общая культура, это же все есть в интернете. И вот за полгода превратился в чистого нациста. И, как правильно говорил наш президент, в предателя еврейского народа. И вот точно так же, как сейчас, как они привели его на штыках к власти и толкают вперед, они сейчас также хотят подпереть его своими штыками в виде миротворческих подразделений. Но это будет означать, что первопричины никуда не исчезнут. Потому что мы, когда спрашиваем вот у этих вот мыслителей, а что будет с этой вот частью, которую вы возьмете под свой контроль, гипотетически? Ничего, там вот останется Украина. Я спросил у одного товарища, говорю, а там русский язык будет запрещен? Он ничего не сказал. Они не могут произнести слово осуждения того, что не произошло ни один язык больше не подвергся такой агрессии. Но представьте себе, если бы в Швейцарии запретили французский или немецкий. Или вот еще лучше, в Ирландии запретили бы английский. Сейчас там ирландцы-то хотят немножко самоопределяться. Вот попробовали они английский запретить, сейчас бы там всю ООН трясли бы за все ее колонны, требуя, чтобы эту Ирландию осудить. А здесь можно. Так что это вот ты им говоришь в глаза, а они ничего не отвечают. Это точно так же, как я уже скоро будет 3 года публично на заседаниях ООН, и встречаясь с прессой, прошу помочь нам добиться хоть какой-то информации по Буче, трагедии в которой была использована для того, чтобы санкциями нас обложить. И когда я говорю, ребят, вот эти сцены показала BBC через 2 суток после того, как там уже не было ни одного нашего военного. Так мы сейчас просим только одну вещь. Я уже отчаялся на что-то большее. Можно посмотреть список тех людей, чьи трупы вы показали по каналу BBC? Я об этом даже просил генерального секретаря ООН публично на заседании Совета Безопасности. И не один раз. Также вот я последний раз был в Нью-Йорке на
сессии Генеральной Ассамблеи, у меня была завершающая пресс-конференция, там вся мировая пресса, человек 70 их было. И я им сказал: ребята, ну вы же журналисты, неужели вам не интересно профессионально узнать, что же там произошло? Вот мы затребовали у управления ООН по правам человека, у них есть там внутри этого управления миссии по Украине, которые создали не консенсусом и ни с кем не советовались. Официально запросили информацию вот об именах тех людей, которых там показали уже в мертвом виде. Никакой реакции нет вообще. А журналисты я тоже, я как бы их пристыдил, что ли. Уже тогда было 2,5 года после этой трагедии, когда эту бучу продемонстрировали на экранах BBC и в соцсетях, это же был взрыв новостной. 3 дня, и все прошло. Я говорю: вам что, сказали, что надо потише? Я их там половину знаю хорошо, они там давно работают. Неужели журналисты не могут направить журналистский запрос тем же украинцам? Никто ничего не делает. Прошла команда, все. В 1970-м пришли к выводу, приняли развернутую декларацию обо всех принципах Устава ООН, как они между собой взаимосвязаны. И вот в части территориальной целостности и права нации на самоопределение записали консенсусом на высшем уровне, единогласно, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые соблюдают принцип права нации на самоопределение и в силу этого имеют правительство, представляющее все население, живущее на данной территории. Как колонизаторы не представляли в 1960 году население своих колоний, и потому этот принцип возобладал, так и на Украине, собственно говоря, после госпереворота режим Порошенко, а потом режим Зеленского, который тут же после госпереворота сказали: мы будем отменять статус русского языка. Тех, кто не принял итоги путча, объявили террористами. И в конце уже с 2019 года пошла серия законов, истребляющих русский язык во всех сферах. Как можно говорить, что это, не знаю, как назвать, группа путчистов, так скажем, что она представляет интересы населения Донбасса, Новороссии, Крыма тем более. Поэтому устав не надо трогать. Он абсолютно современен, надо только его уважать и выполнять. И не говорить, что когда Косово объявило о независимости без всякого референдума, это право на самоопределение. А когда Крым провел референдум транспарентный с участием сотен европейских наблюдателей, парламентариев, общественных деятелей, это уже значит нарушение принципа территориальной целостности Украины. Двуличие, цинизм, лицемерие – это, к сожалению, то, с чем приходится сталкиваться.